Девы мои хорошие, я вас приветствую, меня зовут Ева Лехцер, и сегодня мы с вами посмотрим ваш второй прогноз на 2025 год. Оценим, что вас ожидает, каковы будут перспективы этого периода и на что стоит обратить особое внимание. Хочу напомнить, что данный расклад у нас будет прогностическим, то есть это те события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в рамках года. Но позже я еще выпущу расклад 12 задач в год змеи, чтобы вы посмотрели по каждому из домов, что нужно будет проработать, и знаете, что может быть снивелировать, а что из серии сильнее усилить. Но прежде чем мы начнем, еще напоминаю вам, что под каждым из видео для вашего знака зодиака я оставляю закрепленный комментарий. И вот в первом закрепленном комментарии для вас, как правило, идут наиболее полезные видео вашего знака зодиака. Там вы можете найти расклад на 2024 год и нано его пересмотреть. Для чего? Это позволит вам, во-первых, оценить, какие расклады у вас идут больше в резонанс, по Солнцу или по асценденту. Вообще, может быть, понять, ваша я практика или нет. Ну и, конечно же, сопоставить с тем, как отыгрался год, совпали ли события или нет. И, конечно же, если у вас будет минутка, я попрошу у вас, чтобы вы написали в комментариях, как отыгрался год, какие события произошли. Мне интересно сопоставить энергии для каждого из представителей знака зодиака, то есть насколько точно прогноз описывает происходящую ситуацию. Итак, мы не будем откладывать с вами в долгий ящик. Работаю сегодня своим авторским раскладом, который я использую из года в год, на двух колодах. Здесь в одной колоде старшие арканы, во второй полная колода. И будем с вами раскрывать каждую сферу жизни. Единственное, что в этот раз у меня полотно меньше, поэтому будем каждую сферу смотреть в отдельности и по очереди ее докладывать. Приступим. Итак, девы, что вас ожидает в рамках карьеры, бизнеса, работы и учебы в 2025 году? Императрица. На самом деле это прекрасная плодотворная карта. Почему? Сама по себе карта сулит всегда хорошие перемены в плане вашей деятельности. У кого-то это, безусловно, может идти смена вашей профессии или сферы деятельности, то есть в какой нише вы будете работать или что вы будете воплощать. Для некоторых это может прозвучать как работа на самих себя, потому что если вы вынашиваете какой-то план, какой-то проект, то именно 2025 год поможет вам этого достичь, это реализовать. Ну и, конечно же, карта многогранна. Для некоторых из вас может ознаменоваться как выходом в декрет. Ситуации могут быть разные, поэтому давайте с вами раскроем эту триаду, этот аркан триадой и оценим, какие события наиболее точно будут ее характеризовать. Что мы здесь видим? Семерка чаш, суд и туз мечей. Ну, во-первых, начнем с того, что эта триада говорит об исполнении мечты, цели или желания, к которому вы стремились. В особенности и суд, и императрица, ну, допустим, мои ученики знают, эти арканы всегда показывают на смену вашей деятельности. Конечно, это может быть в рамках одного предприятия. Из серии вас повышают, и как следствие у вас меняется спектр ваших задач, там объем работы и все остальное. Но помимо всего прочего, это может быть действительно желание уйти в какое-то новое направление, для вас еще, может быть, неизведанное, но вместе с тем, которое будет радовать, приносить, и долгожданный заработок, и удобный, комфортный для вас график работы. И в целом это, деятельность связана с интеллектуальным трудом. Плюс дно колоды карта сила, вы получите помощь, поддержку, протекцию со стороны ваших близких или вашего окружения в достижении этих целей или данных перемен. Так как вы все абсолютно разные, мы сейчас с вами посмотрим и продиагностируем, как эта связка арканов будет отыгрываться и звучать для каждого из вас. Оцениваем в первую очередь для тех, кто на данном этапе не может работать. То есть неработающие пенсионеры или неработающие студенты, мамы в декрете. Что у вас? Как для вас прозвучит эта связка карт? Пятерка чаш говорит о том, что, видите, вы стоите на пороге перемен. А именно, если вы искали работу или какую-то подработку и не могли ее найти, теперь придет понимание или осознание, что эврика, я могу работать на дому. То есть что-то осуществлять. Может быть, даже по принципу дропшиппинг, купи-продай.
или вы можете создавать какой-то интеллектуальный труд и нести его в массы. Но это как изменение фокуса вашего внимания, вашего действия. То есть по-другому оценивать ситуацию. Еще эта связка арканов, в особенности суд и туз мечей, могут указывать на судебные процессы, которые могут возобновить какие-то выплаты, положенные вам, будь то субсидии, дотации, может быть, какие-то доплаты, то есть то, что вам положено и необходимо. Здесь вы, так сказать, можете получить это сполна. Смотрим развитие событий для тех, кто у нас сейчас является соискателем. Что здесь? А здесь зазвучала шестерка чаш. Аркан, который говорит о том, что будут перспективы вернуться в ту нишу, в которой вы были задействованы ранее или работали ранее. То есть может позвать бывший руководитель, работодатель. Или вы можете просто вернуться в ту же компанию, в которой работали ранее, ну, например, в другом городе или там, в другой стране. То есть это, знаете, как обновить или отмотать назад. То есть может быть таково развитие событий. Ну и, конечно же, шестерка чаш – это участие ваших близких, ваших знакомых в вопросах вашего трудоустройства, потому что они окажут здесь непосильную поддержку. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником. Королева жезлов. Несмотря на то, что это не ваш аркан, это ситуация, которая указывает на помощь или поддержку со стороны женщины огненной стихии, овен, лев или стрелец, потому что она будет заинтересована в том, назову так, чтобы иметь своих людей на разных местах. И как следствие, да, вы для нее будете рычагом влияния или управления, но тем не менее эта девушка, эта женщина, она будет делать все для того, чтобы вы получили какое-то продвижение по карьере. И если вы владеете собственным делом, то с жезлов новая идея, новое начало. То есть вы действительно можете открыть новый бизнес, инвестировать в новый проект, или еще назову так: все старое – это хорошо забытое новое. То есть выносить какую-то идею, как что-то прежнее переформатировать, подать под новым соусом. И это будет очень востребовано и принесет вам хороший доход. Поэтому здесь на самом деле очень прекрасные арканы. Все, что касается вопросов работы, бизнеса, карьеры. Если это вопрос об учебе, кто-то может возобновить учебу, если вы не до конца прошли какие-то курсы, семинары, мастер-классы, или, может, у вас был академ-отпуск, то теперь вы можете возобновиться и, так сказать, завершить процесс, довести дело до конца, получить соответствующий сертификат, диплом, там у кого что. В общем, год в этом аспекте будет действительно продуктивным. Что ж, пусть так и будет, так вам и закроем. А сейчас оценим перспективы, связанные с финансами. Финансовая сторона вопроса. Девы, что вас ожидает по финансам в рамках 2025 года? И здесь мы видим аркан маг. На самом деле на финансы это хорошая карта. Тем более здесь сама прорисовка не совсем однозначна. Это, знаете, как, во-первых, все финансовые аспекты в ваших руках. Здесь умение контролировать ваши доходы и ваши расходы. И может идти появление нового источника заработка. Так ли это? Давайте раскрывать и смотреть более детально. Императрица, колесница, рыцарь мечей. Здесь однозначно рост финансов, даже дно колоды у вас тоже карта маг. Посмотрите, как совпало. Когда идет сила задвоенных арканов, это указывает на то, что эта сфера будет наиболее для вас значима, наиболее существенна. И здесь о чем идет речь? Во-первых, для некоторых может быть плодотворным год в плане закрытия каких-либо долгов или, знаете, как ситуация, когда вы погасили там пеню или какую-то большую часть тех выплат, которые должны, и ощущаете себя гораздо легче. Кто-то может полностью выплатить. Объясню, почему именно о выплатах идет речь. Потому что рыцарь мечей, как правило, это какие-то долговые обязательства или выплаты, которые могут у вас длительный период висеть на шее. Будут там кредиты, ипотеки, рассрочки или долговые обязательства перед друзьями, знакомыми, знаете, как закрыть для себя этот вопрос. Опять же, императрица сама по себе карта процветания. Колесница – рост, увеличение вашего дохода. Рыцарь мечей за счет вашей активной деятельности, у кого-то еще за счет и интеллектуального труда. И ситуации, если вы каким-то образом задействованы в нише логистики, грузоперевозок, все, что может быть связано с вопросами доставок,
экспедиторство, там такси. И рыцарь мечей — это вместе с тем также аспекты, ну, как охранного какого-то агентства, бюро, а, допустим, водитель-телохранитель, назову это так. Реже данный аркан, ну, вот в связке с колесницей, он еще может указывать на стюардов наземного, воздушного и морского судна, да. Как следствие, у вас будет расти доход, вас здесь будут повышать. Ну, то есть по финансам вот 100% у вас здесь прекрасные карты. Финансы улучшаются, стабилизируются, растут. Почему здесь выпало 2 аркана? Сейчас буду объяснять. В первую очередь активный рост денег, увеличение дохода будет у тех, кто работает сам на себя. Вот для вас это фактически ва-банк или сорвать большой куш. Понятно, что не все могут работать частными там, или индивидуальными предпринимателями или иметь свою компанию. Но если вы даже работаете в найме, старайтесь быть мастером или экспертом, ну, как первоклассным или высокого класса, потому что именно ваша экспертность будет значительным образом влиять на ваш уровень доходов. То есть чем больше у вас прокачаны навыки, чем более вы востребованы как специалист, особенно если вы какой-то ценный специалист, не знаю, может, там физик, ядерщик или разрабатываете какие-то новые технологии в биоинженерии. Но это я так образно. Понятно, что все профессии важны, все профессии нужны. Ну, из серии чем узкопрофильнее ниша, чем меньше в ней специалистов, тем выше ваш шанс, ну, просто иметь какие-то, назову так, несметные богатства. Еще императрица, колесница и рыцарь мечей. Это ситуация, когда деньги по большому счету у вас могут лежать или в каких-то банках, структурах, организациях, которые за рубежом, или вы что-то можете инвестировать, какие-то проекты, которые, ну, как находятся на расстоянии, за рубежом. И тогда это также будет благоприятно влиять на рост или увеличение вашего дохода. Поэтому карты здесь просто потрясающие. Так и закроем. Процветание вам, чтобы действительно все, что показывают арканы, шло так, как необходимо. Смотрим вопросы здоровья. Что по здоровью? Так, здоровье. О чем здесь идет речь? Повешенный. Повешенный на здоровье не совсем хорошая карта. Она здесь многогранна. Конечно, она имеет как позитивные, так и негативные значения. Поэтому, наверное, сразу доложу арканы, ее раскрою. И, так сказать, буду читать все в связке, чтобы вам было понятно. И мы, так сказать, не гадали и не тянули время. Итак, девы, что у вас здесь по состоянию здоровья? Луна, десятка чаш и звезда. Ну, у вас идет в положительном ключе, потому что даже дно колоды рыцарь чаш. Сейчас буду объяснять. У кого-то из знаков смотрела, там повешенный раскрылся в других аспектах, я скажу так, негативного плана. У вас же потрясающе. А именно, вот для тех, кто хотел, кто давно стремился, это вопросы зачатия и деторождения. То есть этот год может вам подарить пополнение в семье. То есть здесь прекрасно. В плане наследственных заболеваний, потому что десятка чаш у нас указывает за наследственные болезни. Луна и туз монет. Это могут быть какие-то, ну как это, знаете, наследственные вопросы. Чего они могут касаться? Ну, я, конечно, не врач, не эксперт. То есть это какие-то образования, которые, допустим, есть у ваших родителей, могут быть у вас. Например, косточка на ноге. Не думайте сразу о каком-то плохом или негативном. Здесь не идет речь о доброкачественных или злокачественных образованиях. Нет. То есть это больше то, что, как знаете, вот формирует жидкость. И причем это как наследственное. Поэтому если это имеет место быть, то что такое повешенное? Повешенное — это то, что находится у вас в хронической форме. Или как бы вы об этом знаете, не особо вас это ранее беспокоило. Например, в рамках этого года вы захотите убрать эту привязку, от этого освободиться. Ну, например, удалить эту косточку на ноге, понимаете, вот об этом речь. Или какая-то шишка. То есть это как удалить эту шишку. И если мы будем смотреть в целом, Луна, десятка чаш и туз монет, это также еще стабилизировать психоэмоциональный фон. В особенности касается тех, кто находится длительный период в состоянии стресса, невроза, состояния тревожности, может быть, панических атак. Но в чем подвох или, скажем так,
критичной ситуации. Справиться с этим вопросом будете сами не в состоянии, потому что туз монет – это непосредственно медикаменты, то есть принимать какие-то таблетки. И вы здесь будете длительный период, так сказать, привязаны к протоколу лечения, пока не освободитесь от этого заболевания или не ведете его в состоянии ремиссии. Поэтому, да, здесь, так сказать, придется попотеть. И для мужчин, и для женщин еще что здесь может быть? Обращаем внимание, у кого, кстати, вот в хронике могут быть проблемы, связанные с щитовидной железой, вот тогда это могут быть какие-то там узловой зоб щитовидной железы, то есть перепроверить щитовидную железу, чтобы там все было окей. То есть если все окей, хорошо, там раз в год прошли чекап-лист, держите это под контролем. У тех, у кого это в хронике, вот прям этот год постарайтесь посвятить своему здоровью и им заняться. Поэтому вот такая здесь информация. Переходим с вами к вопросу личной жизни. Что по личной жизни у нас? Так, девы, что по личной жизни? Личная жизнь, колесница. Колесница – это определиться для кого-то с выбором, знаете, как не то чтобы плыть по течению, а уже направляться в конкретном векторе развития отношений, событий. Это может быть ситуация, когда вы с кем-то съехались. Это когда вы с кем-то куда-то переезжаете, меняете место жительства или знакомитесь с кем-то на расстоянии, или, может быть, в поездке, или там через интернет, у каждого по-разному. Но в любом случае сам по себе аркан колесница является плодотворным на развитие или какие-то перемены в личной жизни. Так ли это? Давайте раскрывать и смотреть, как отыграется и отзовется для вас. Так, что здесь? Итак, что же мы здесь видим? Король мечей, двойка жезлов и аркан сила. Вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, для вас этот год сулит прекрасные перемены. В особенности для тех, кто у нас был свободен. Или длительный даже такой вот период в состоянии одиночества. Или, не дай бог, там вдова или вдовец. Сейчас буду объяснять, почему. Во-первых, здесь ситуация, когда вы, может быть, не ждали или не хотели, или не стремились с кем-то знакомиться. Но так сложатся события, событийный ряд. И король мечей – это будет как стратегия. Не могу сказать, что прям расчет, не в плане финансов. А знаете, как такая скрупулезная аналитика, в чем конкретно вам подходит данный партнер или партнерша. Эти избранник или избранница. Двойка жезлов и сила. То есть вы будете стоять на пороге выбора. То есть начинать эти отношения или не начинать. Но аркан сила показывает, что все-таки вы здесь будете состоять в союзе. То есть обретение отношений или укрепление текущей связи. Для тех, допустим, кто в стабильном партнерстве, если ваши отношения еще не узаконены, то это как раз может быть стремление отношения, как узаконить, подписать. В особенности для тех, у кого это второй брак. Или даже может быть такая вероятность или цепочка развития событий, если вы с этим партнером повторно вступаете в брак. Может быть еще и так. Будем раскрывать для каждого из вас, для тех, кто свободен, для тех, кто нет. Оценим, как отозвется этот ряд арканов. Для тех, кто на данном этапе свободен. Что здесь? По пажу мечей. Это, знаете, как недоверие. Присматриваться, держать дистанцию, собирать информацию, дабы не обжечься вновь. Потому что даже дно колоды девятка жезлов. Это, знаете, как стоять и наблюдать в стороне. Так, к чему это приведет? Как этот человек будет к вам относиться? Как будет действовать в отношении вас? Ну, то есть какие меры будут предпринимать? То есть вот видите, это ситуация, когда вы обожглись на молоке, дуете на воду, и вот так в штыки будете воспринимать новых каких-то пассий, с которыми вы будете знакомиться. Но на самом деле тройка чаш, новый союз вам принесет очень много радости, гармонии, счастья, самодостаточности. Поэтому не сбрасывайте для себя новое партнерство со счетов или не закрывайтесь от новых контактов. Здесь, конечно же, если мы посмотрим, король мечей еще может значительным образом повлиять на знакомство с кем-то, потому что это мужчина воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, который что-то может подсказать, направить, или с чьей подачи вы, например, можете куда-то поехать или зарегистрироваться на каком-то сайте. То есть так или иначе человек может оказать неявное влияние на вашу личную жизнь.
Если вы в любовных треугольниках. А вот здесь аркан смерть, трансформация и перемены. В чем они заключаются? Здесь, если мы посмотрим по арканам, король жезлов – это ситуация, когда вы будете принимать взвешенные решения, основываясь и на страстях, и знаете как, на собственных амбициях и желаниях, какой партнер или партнерша вам подходит. То есть сделать окончательный выбор. Одни отношения, допустим, отсекать и оставлять для себя те, которые для вас являются более стабильными, ресурсными и делают вас более счастливыми. И если вы у нас в стабильном партнерстве, что здесь? Отшельник. Ситуация, с одной стороны, когда вам вроде бы не хватает эмоций, поддержки, любви или внимания. Можете ощущать какой-то вот холод или дистанцированность, но вместе с тем, смотрите, 6 монет. Здесь нужно еще проработать очень много обид по принципу, знаете, как выяснение взаимоотношений в партнерстве брать-давать. То есть у вас тут есть обида, потому что вы считаете, что ваш избранник или неизбранница там, не ценит ваш труд или то, как вы вкладываетесь в союз. И вы можете ощущать, что это игра в одни ворота. Но на самом деле, если вы это замалчиваете, это еще больше усугубляет текущее положение вещей. Поэтому здесь нужно учиться разговаривать, проявить мудрость. И вот здесь этот фонарь, это, знаете, как первыми идти на контакт, первыми пролить свет на текущее положение вещей, на ситуацию. То есть не ждите, что это сделает ваша вторая половина. Ваше счастье в ваших руках. И вот если вы будете пытаться все-таки коммуницировать, взаимодействовать, то есть шанс все-таки исправить ваши отношения, знаете, как в лучшее русло их направить. Опять же, колесница. Поскольку у нас это ведущая карта, она может говорить о том, что вы совместно с избранником, избранницей можете переезжать. То есть там, не знаю, другая квартира, дом, вообще в другой регион или страну. И по отшельнику еще будет не хватать общения, поддержки или внимания со стороны социума или отсутствия близких. И вы действительно здесь будете себя ощущать как-то интровертом. Вот нехватка внимания, коммуникации, общения, да, действительно можете от этого страдать. Ну а в остальном все хорошо, все прекрасно. Так, смотрим с вами на неожиданные события 2025 года. Что здесь? Аркан справедливость. Но сам по себе аркан говорит о том, что, во-первых, так будут складываться обстоятельства, что вас призовут брать на себя новые обязательства, новую ответственность, ну и серии. Вы можете сочетаться браком, вы можете там брать над кем-то опекунство. В целом год, который подкинет ряд юридических вопросов, которые нужно будет решать. Ну и серии. Там оформление, переоформление документов, получение там визы, оформление паспортов, переоформление недвижимости или вопросов имущества. Потому что здесь вот очень много такой юридической волокиты и проволочек. Конечно же, это год, который также может ознаменоваться дополнительными там проверками, экзаменами. Ситуацию, когда кто-то вас будет оценивать. Может быть, даже предвзято относиться, потому что по справедливости это может быть. Но помимо всего прочего, карта, которая говорит о том, что руководствуйтесь принципом, как ты ко мне, так и я к тебе. Это, знаете, как вопрос Божьего провидения, это карта кармы. То есть здесь не ваша миссия быть Иисусом, если вас ударили по одной щеке, подставить другую. Здесь относитесь к социуму, к людям так, как относятся к вам. Мы с вами раскроем этот аркан, оценим, о чем здесь идет речь. Так, что мы здесь наблюдаем? Рыцарь монет, тройка мечей, колесо фортуны. И поскольку первый аркан у нас идет карта справедливость, это ситуация, когда будут решаться какие-то материальные имущественные вопросы. То есть или вы будете пытаться с кого-то взыскать материальную компенсацию. Ну, не знаю, там, не дай бог, соседи затопили, да, или там работодатель что-то недоплатил, или, может быть, кто-то повредил каким-то образом ваше имущество. Может также сулить, к сожалению, раздел имущества с родственниками, там, братья, сестры, тети, дяди, поэтому будьте к этому готовы. Почему готовы? Потому что, ну вот рыцарь монет, тройка мечей и колесо фортуны, есть, к сожалению, риск лишиться материальных благ, или у вас действительно их могут отнять, и тогда вам нужно будет восстанавливать право собственности через суд, то есть решать эти вопросы.
Ну и если с позиции личной жизни, то здесь, да, придется кому-то разбить сердце, обозначить свою точку зрения, понять, с кем вам по пути, с кем нет, потому что это существенно изменит вашу судьбу в лучшую сторону. Безусловно, вы кому-то сделаете больно, но лучше быть честным по отношению к человеку, потому что сам по себе аркан справедливость, он вас призывает. Ну, поступай по букве закона, поступай в рамках правового поля, поступай по совести. В первую очередь будь честным или честна с самой собой, потому что это оба аркана кармы. Вот как вы будете действовать, так по вашим действиям будет отмерено. Смотрим с вами также на карту года или энергия года, назовем это так. Так, карта года. Дьявол. Дьявол, с одной стороны, это мощная энергия, как сексуальная, так и, знаете, как одержимость чем-то, любимым делом, идеей, может быть, человеком, новым хобби. Это аркан проработки своих пороков, грехов. То есть всем они без греха, то есть это не только уметь это заметить, но и стараться это искоренить. Конечно, у каждого он будет работать по-своему. У кого-то в плюс, у кого-то в минус. Будем смотреть, как будет раскрываться теневая сторона этого аркана и что непосредственно он сулит вам. На что вас здесь будет искушать дьявол? На что? Так. Десятка жезлов, аркан мир и тройка чаш. Ну, во-первых, может идти сложная кармическая созависимая связь. Смотрите, десятка жезлов, мир и тройка чаш. В чем сложность? Может быть препятствием расстояние, языковой барьер, менталитет, образ жизни, то есть ряд ситуаций. Далее. Тяжесть ситуации от того, что вот мир и тройка чаш для кого-то придется ставить точку в этой созависимости, в любовном треугольнике. Еще дьявол — это также новое обязательство. Может быть тяжело, потому что изменится ваш статус. Мир и тройка чаш иногда говорят о вопросах зачатия, деторождения. Взять на себя новые обязательства. Еще это крупные деньги, которые могут приходить легко при условии, если вы изначально тяжело потрудитесь, вложитесь. То есть из серии вы открываете свой бренд и сначала делаете имя своему бренду, а потом уже имя этого бренда работает на вас. Потому что дьявол — это тот момент, когда Вселенная вам дает возможности чувствовать других людей, манипулировать другими людьми, но и дьявол также за это спросит свою цену. То есть если вам дают какие-то блага, это не будет просто так, тут нужно будет пожертвовать или своим временем, или какой-то частью личной жизни. Но в любом случае, если мы посмотрим, здесь для вас действительно идут позитивные перемены. Оценим с вами еще советы и рекомендации от арканов, что на повестке дня. Так, башня. Кстати, не знаю почему, вот у большинства знаков на совет выходит башня. Я говорю, захочешь так изъять карты из колоды, не достанешь. Так вот, башня — это карта трансформации в том числе, потому что расчистить путь, избавиться от того прошлого, что заставляет вас деградировать или тянет вас на дно. То есть избавиться, может, от окружения, которое разрушает, или для кого-то сменить место жительства, потому что башня — это также у нас сигнификатор недвижимости. То есть кто-то, может быть, продавать жилье, приобретать новое, переезжать. То есть в любом случае менять для себя ситуацию, менять в лучшую сторону. Даже если это текущее ваше жилище, здесь могут быть какие-то трансформации, перемены по принципу вы можете перепланировать жилье, сделать ремонт или затеять ремонт. То есть, знаете, вот что-то менять, чтобы усилить энергию того места, где вы находитесь. Раскроем, о чем в вашем случае говорит эта карта. Какие энергии вам несет. И тут башня, представляете? Смотрите, башня, король чаш, пятерка жезлов и дно колоды дьявол. Ну тут прям картина маслом.
Так, озвучиваю все варианты развития событий. Ну, например, плодотворным будет год для тех, кто углубляется в эзотерику и занимается вопросами чисток. Ну, то есть снять деструктивные программы. То есть да, будет сложно, но тем не менее эффективно. Потому что убрать все то, что вам мешает в жизни или тормозит ваше развитие, эта информация будет актуальна там, для 1-2% тех, кто меня смотрит. Поймите, не может быть деструктива на всех представителях знака зодиака какого-то конкретного, и слава богу. То есть это, вообще очень мизерный процент. Но тем не менее, если у вас длительный период жизнь шла под откос, это вам как акцент задуматься. А нет ли каких-то внешних факторов, которые могут вставлять какие-то палки в колеса или создавать проблемы для вашего развития? Это первое. Второе, что мы здесь видим? Башня, король чаш и пятерка жезлов. Это дать бой. У кого-то пьянству, простите, все мы люди разные, у кого-то может быть алкогольная зависимость. Дать бой психоэмоциональным расстройствам. Невроз, стресс, тревожность, панические атаки. Сами, к сожалению, здесь не справитесь. Король чаш – это привлечение психолога или психотерапевта, то есть с его помощью, терапией или медикаментозным лечением, то есть в зависимости от ситуации, что вам пропишет. Но тогда для вас это будет наиболее эффективным. Далее, казалось бы, банальные вещи, но тем не менее. Башня, король чаш и пятерка жезлов съехать от окружения, которое отравляет вашу жизнь. Объясню. Ну, например, вы живете в доме, где живут одни маргиналы или неблагополучные элементы. Да, вам будет, допустим, в разы дороже там снять где-то для себя новый объект для проживания, но тем не менее вы увидите, как улучшится ваша жизнь. То есть эти деньги будут приходить и покрывать эти растраты с лихвой. То есть как только вы меняете окружение, место или социум, вы посмотрите, как это благоприятно будет отражаться на всех ваших сферах жизни. Почему? Башня и король чаш – это в первую очередь создать точку уюта, атмосферы, то есть окружить себя теми людьми, которые вам позволят противостоять каким-то, знаете, негативным факторам жизни. То есть соседи, которые могут улыбаться, поддерживать, желать хорошего дня. Сама обстановка, которая воодушевляет и вдохновляет. Энергия жилища, в котором вы живете, оно вас должно радовать и вдохновлять. И если этого нет, это также будет негативным образом влиять и на здоровье, и на энергетику, и на иные сферы жизни. Поэтому имеет смысл здесь над этим задуматься. Вот такой год. Таковы энергии. Мои хорошие девы, я искренне надеюсь, что отыграются только положительные аспекты. Вас еще раз попрошу, как будет минутка, посмотрите расклад на 2024 год, отпишитесь хотя бы плюс-минус, в каком процентном соотношении отыгрался или не отыгрался. Но от себя хочу вам пожелать прекрасного года, легкого года, счастливого года. Будьте благополучны, самодостаточны, здоровы. Пусть каждый из вас обретет любовь, вторую половину, если у вас этого еще нет. Пусть исполняются все ваши цели, мечты, задачи, желания. И, конечно же, яркая вам жизнь. Новых впечатлений, новых эмоций. Вам этого так не хватает, потому что вы такие трудяги и трудоголики. Чаще себя балуйте. Ваш эмоциональный фон будет вам давать больше работоспособности, больше хороших проектов, людей, заказчиков. И это будет более плодотворный период. Удачи вам и встретимся в следующих видео.